1980 году мир столкнулся с серьезной экологической угрозой на японском острове Омама-Аима. В тот год было зафиксировано около 400 случаев укусов змей хабу, многие из которых закончились трагически. Эти змеи, обладая одной из самых мощных ядовитых систем в мире, представляли собой опасность не только для местных жителей, но и для всей экосистемы. Крупные змеи, такие как хабу и восточные ямкоголовые гадюки, становились причиной постоянного страха местных жителей. Долгое время единственной альтернативой спасения от этого природного бедствия оставалась надежда на разработку противоядий, но технологии не успевали за реальной угрозой. Доставка лекарств в отдаленные деревни была настоящей проблемой, и лишь небольшое количество людей могло получить спасительные уколы. Отсутствие электричества и холодильников в ряде деревень лишало их жителей возможности хранить противоядие в необходимом состоянии. Это приводило к многим ненужным смертям. Ожидания по поводу того, что разработка эффективных технологий противоядий принесет спасение, не оправдывались, и вскоре власти начали искать альтернативные решения. В результате мрачной ситуации одной гениальной идеей, сильно изменившей экосистему острова, пришла в голову местным властям – завести мангустов. Эти небольшие хищники имеют удивительный иммунитет к змеиным ядам и, казалось, могли бы стать отличным решением для контроля численности хабу. Мангусты уже известны своим умением бороться с ядовитыми змеями, и их способность противостоять ядам была отмечена учеными. В 1979 году на остров Омама-Аима было доставлено около 30 малых мангустов, и их внезапное появление оказало значительное влияние на экосистему. Локальные власти были уверены, что мангусты, завезенные на остров, значительно сократят популяцию хабу и восточных емкоголовых гадюк. Однако реальность оказалась далеко не такой благоприятной. Однако то, что начиналось как надежда, вскоре обернулось настоящей катастрофой. По состоянию на 1993 год популяция мангустов на острове начала угрожающе расти, и к 2000 году их численность достигла почти 10 тысяч особей. Кроме того, мангусты начали активно размножаться и покрывать большие площади острова. Несмотря на ожидания, мангусты не стали охотиться на хабу. Их предпочтение оказалось в более доступной добыче, такой как мыши и кролики, что вызвало дополнительные экологические проблемы, разрушая естественный баланс существующих экосистем. В ответ на эту растущую проблему японское правительство начало программу контроля численности мангустов. Но эта программа столкнулась с трудностями. Правительство очень быстро осознало, что запустить контроль над мангустами стало сложно, поскольку они начали занимать территории, ранее обитаемые местными видами. К 2000 году было отловлено более 32 тысяч мангустов, однако эта инициатива оказалась лишь временной мерой. Ловушки устанавливали в различных местах острова, и хотя количество пойманных мангустов переваливало за десятки тысяч, популяция продолжала расти. Последняя официальная поимка мангуста состоялась в апреле 2018 года, и до этого времени никто даже не мог предугадать, что начало проблемы завершиться в более глобальном, чем простое решение. На фоне этих событий эксперты начали проводить исследования, чтобы понять, как улучшить контроль за мангустами, но добиться значительного успеха не удавалось. Власти пытались внедрить новые методы, но они оказывались неэффективными. Параллельно Япония могла смотреть на предшествующий опыт других стран, где попытки завести инвазивные виды заканчивались катастрофой. На Гавайях в XIX веке мангустов привезли для борьбы с крысами, но они начали уничтожать местные виды птиц и черепах, что привело к разрушению сложившейся экосистемы. Этот пример стал наглядным свидетельством того, насколько недальновидными могут быть подобные решения, но власти Японии, к сожалению, не извлекли из него уроков. На Карибах на Ямайке мангусты стали причиной эпидемий клещей,
уничтожив ящериц и птиц, контролировавших популяции насекомых. Эти примеры не стали предостережением для Японии, и история с мангустами только начинала разворачиваться. Тем временем в Шри-Ланке также рассматривали возможность использования мангустов для поиска наркотиков. Но этот проект забросили после смены власти и экономических кризисов. Так, эксперименты с мангустами оказывались провальными не только на японских островах, но и в других странах. Проведенные исследования показывали, что попытки использовать мангустов для решения проблем, связанных с экосистемой, были основаны на недостаточном понимании природы, их влияния на окружающую среду. На острове Окинава подготовка к вторжению мангустов не проводилась, что обернулось серьезными последствиями. Власти медленно реагировали на предупреждения ученых о нежелательной инвазии. Даже когда эксперты предоставляли свои выводы, реакция была медленной и недостаточной. Мангусты активно размножались и начинали уничтожать местную фауну. Природное равновесие, которое существовало на этом острове веками, стало разваливаться на глазах. Студенты-биологи заметили мангустов с потомством и даже зафиксировали, как один из них держал в зубах редкую окинавскую погоняйку. Это открытие подтвердило опасения экологов, которые начали мобилизовать волонтеров и международные организации. Но в то время, когда экологи призывали к действию, время было упущено. Популяция мангустов продолжала расти, и число жертв среди местной фауны увеличивалось. Сотрудник частной фирмы в конечном итоге признал, что запуск мангустов на острове был экспериментом, который не основывался на научной обоснованности. Этот экологический троллинг стал причиной огромного международного скандала. Что еще хуже, началось расследование, выявившее, что запуск мангустов – это всего лишь часть более широкой практики внедрения инвазивных видов в Японии, без должного анализа последствий. Правительство Японии под давлением общественности начало расследование и обнародовало документы о других подобных экспериментах с внедрением инвазивных видов на японские острова. Эти документы стали шокирующим свидетельством безответственного подхода, который вел к разрушению хрупкого баланса экосистем. Негативные последствия мангустов начали проявляться и в виде охоты на мелких домашних животных, таких как кошки и кролики, что вызывало беспокойство среди местного населения. Местные жители начали устанавливать ловушки и заборы вокруг своих дворов, пытаясь защитить своих питомцев и свою территорию от хищников. Экологи же предупредили, если ситуация не будет взята под контроль, мангусты смогут добраться до северных районов Окинавы уже через 10 лет, а до соседних островов Кюсю и Хонсю через 20. В 2024 году дрон зафиксировал гнездо мангустов в брошенном туристическом доме. Это обнаружение вновь напомнило об угрозах Катожэу, которые они представляют. Внутри этого гнезда были обнаружены кости птиц и ящериц, а также куски ткани с человеческими следами. Это открытие свидетельствовало о том, что мангусты создали новую форму колонии, которая использовала свои хищные инстинкты для уничтожения всего на своем пути, а также для создания глубокой иерархии внутри своей группы. Срочная необходимость в редакции методов борьбы с мангустами стала ясна как никогда. Но все трудные шаги по контролю за их количеством оказывались неэффективными. Ответственные органы запустили крупнейшую операцию по искоренению мангустов на Окинаве. Программа включала десятки миллионов долларов, целую армию волонтеров, дроны и тепловизоры в надежде на то, что это принесет желаемые результаты. Но эксперты настаивали на том, что полного уничтожения мангустов добиться не удастся. Их способность адаптироваться и распространяться по острову оставалась слишком велика. Временами казалось, что борьба с ними становится неистовой. История с мангустами на японском острове Оомама-Аима служит ярким примером того, как буквально несколько неосторожных шагов могут привести к непредсказуемым последствиям.
Экологическая катастрофа, начавшаяся с пары безобидных зверьков, показывает, насколько важно понимать нелинейность взаимодействий в природе и осознавать последствия человеческих решений. Необходимо помнить, что в борьбе за решение одной проблемы можно вызвать множество других, которые одинаково отрицательно отразятся на экосистеме. Урок, который был упущен при введении мангустов на остров, станет уроком не только для Японии, но и для всего мира. Если не остановиться вовремя, последствия могут затмить все предшествующие усилия по защите природы. Подписывайтесь на канал, здесь каждый день выходит много интересных историй.